Привет, друзья! С вами Антоха Гараж. И сегодня я решил затестить новый формат, так что обязательно пишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Хочу немного с вами поговорить о неверных заученных навыках мотоциклиста. Конкретно на своем примере буду этот вопрос раскрывать. Я езжу на мотоцикле довольно давно, официально с 2011 года. Безусловно, у меня были сезоны, когда я ездил мало, не ездил вообще. Свой такой осознанный стаж путешественника я начал году в 2019. И с тех пор езжу я, не считая прошлого сезона, обычно много. Когда я купил себе первый GTL, я стал прям кататься. Причем город — это все-таки большая часть моих пробегов, как ни крути. И проблема заключается в том, что до 2019 года я даже не задумывался о том, что ездить можно уметь. Я смотрел видосы некоторых блогеров, узнал, что такое контрруление и прочее. Значит, сейчас вот я еду достаточно спокойно, потому что, наверное, тренироваться ехать и говорить одновременно надо все-таки какое-то время. Безусловно, две сиськи являются доказательством того, что мужчина может концентрироваться на двух вещах одновременно, но, пожалуй, тут все-таки нужна практика. Поэтому не судите строго, если это будет как-то там не так выглядеть. С чего начать? Я ездить не учился. Я не учился в мотошколе, так же, как и не учился в автошколе. Тем не менее, категории А и Б я открыл экстерном. Обе эти категории я открыл в 2011 году. Правила учил сам. На мотоцикле у меня уже был какой-то стаж езды. Да чего уж говорить. И на машине я успел разбить один автомобиль в тотал перед тем, как получил права. Но должен отметить, что на тот момент у меня уже была сдана теория. Поэтому я учился ездить, вот что называется, по наитию, прямо на дороге. И, как научился, так научился. Проехал я довольно много. Только за последние лет 5 на мотоциклах я проехал около, наверное, 65 тысяч километров. И вот 6 тысяч ровно на одометре, так вот совпало. Из них 4 тысячи я проехал уже на этом мотоцикле в этом сезоне. А сейчас примерно середина июня. Толком никуда при этом я не путешествовал, только до Питера сгонял разок. А так весь этот пробег по Москве. Работа у меня рядом, много я не наезжаю, но тем не менее, когда начинаешь на мотоцикле мотаться, пробег крутится быстро. На автомобиле, кстати, все, что я сейчас расскажу, присутствует тоже в равной степени. И первая проблема, с которой я столкнулся, когда начал прям так путешествовать, это то, что у меня сильно устают руки. Я стал замечать, что я их всегда очень сильно напрягаю. И где-то уже, наверное, лет 5 борюсь с этой привычкой. Могу сказать, что я достиг определенных успехов, но все равно иногда я ловлю себя на том, что только я чуть-чуть задумался, и, собственно, у меня руки прям в таком напряжении. Многие замечают, и многие даже мне иногда пишут там в телегу, там куда-нибудь еще. Кстати, если вы не подписаны на мою телегу, рекомендую подписаться. Какие-нибудь интересные посты там периодически появляются. Если вам интересен я, то, может быть, будет интересно и почитать мои мысли. Пишу я все-таки лучше, чем говорю, как я считаю. Так скажем, по моему скромному мнению. Значит, то, что я езжу без перчаток, связано в том числе и с тем, что я напрягаю руки, и у меня устают руки. Как только у меня на руках перчатки, чем они толще, тем мне сложнее ориентироваться во всех этих кнопочках и всем остальном. И, соответственно, тем мне сложнее ехать на мотоцикле долго, и потом у меня болят от этого руки, особенно правая, наверное, потому что и газ, и тормоз на ней. И да, многие не понимают вот этого торможения двумя пальцами. Ну вот как привык, так привык. Значит, чем толще перчатки, тем мне тяжелее.
И как только я снимаю перчатки, мне сразу становится легче перемещаться по городу. В дальнике я, конечно же, перчатки надеваю, но в дальнике, поскольку это BMW, здесь и круиз-контроль выручает, потому что круиз-контроль можно включить и ехать прямо вот так вот, полностью расслабив руки, и это кайф. Прям можно чилить. Самое главное, нигде не затупить. Какой-то комментатор мне тут пытался доказать, что активный круиз опция ненужная, а я всегда говорю, что хотел бы очень попробовать. Так вот, электронике в определенных случаях я доверяю гораздо больше, чем себе. И даже та электроника, которая есть в мотоцикле на данный момент, выручала меня и спасала меня от каких-то ДТПшек. Ух, как вы тут тормозите так круто. Уже, как минимум несколько раз. За это я очень благодарен марке BMW, за то, что они делают такие классные мотоциклы. Да, наверное, уже появилась какая-то достойная конкуренция, но для меня, когда я знакомился с маркой BMW и, в принципе, начинал ездить на их мотоциклах, это выглядело как какое-то волшебство. Так что, я надеюсь, что все эти системы стабилизации там и всего остального, они, конечно же, дойдут и до всех остальных мотопроизводителей. Потому что японцы очень хорошие делают мотоциклы, но они все-таки тупят с точки зрения начинки. Это факт. Вторая проблема, которая у меня есть, это, на удивление, проблемы с переключением передач. Именно поэтому я очень хотел себе этот мотоцикл с квиком. Да, не всегда я пользуюсь квиком, но тем не менее я пользуюсь им часто, особенно потому что я люблю резкие разгоны, быстрое замедление с торможением двигателем и так далее. Это сейчас я на чиле, на расслабоне, никуда не спешу. У меня всегда проблемы были со второй передачей. Причина этому на самом деле одна. Потому что у меня неправильно заучена последовательность. Выжал сцепление, переключил передачу, отпустил сцепление. Почему-то, особенно это проявляется при переключении с первой на вторую, я пытаюсь все время делать это одновременно. И получается у меня часто довольно-таки хреново. Хотя на, допустим, Honda CB750 у меня особо не было таких проблем. Там достаточно все-таки четенькая коробка, которая прощала мне эти ошибки. Но когда я сел на FJR 1300, я понял, что такое страдать. Я весь сезон 2014 года пытался учиться включать вторую передачу без хруста, и я так и не смог. Двойная перегазовка – это мой рецепт. Это ужасно, ребята, то есть это просто жесть. Коробка у Yamaha действительно сделана довольно топорно. У BMW она сделана получше, но до Honda BMW в этом смысле далеко. Наверное, это будет справедливо, так сказать, хотя я являюсь прям откровенным фанатом марки BMW. Но сказать, что Honda делает плохие мотоциклы, я не могу. Они просто в чем-то хуже, в чем-то лучше. И каждый сам для себя эти приоритеты выбирает. Лично я нашел для себя просто удачный компромисс, который меня устраивает по комфорту, который меня устраивает по начинке и по всему остальному. Если кому-то нравится НЦХ, там та же самая, или что-нибудь еще за то, что оно там ни хрена не тормозит, не рулится, но при этом типа не ломается, хотя я в эту неломучесть не особо верю, как бы окей, это ваш выбор, ребята. Кстати, НЦХ не такой уж плохой мотоцикл, я брал его на прокат, я катался на нем, в общем и целом, но это обычный мотоцикл. А я уже, наверное, являюсь человеком достаточно искушенным, и мне хочется чего-нибудь необычного. Потому что за все годы жизни, мотоциклизму я посвятил больше половины своей жизни, я все-таки попробовал в этой сфере достаточно много. При этом у меня сформировались какие-то свои специфичные взгляды. Вот что вот этот вот человек сейчас сделал? Зачем он включил поворотник и подвинулся влево? Наверное, он не любит мотоциклистов и захотел меня окатить песком с обочины или чем-то еще. Просто повезло, что она здесь чистая. Вот те, кто на автомобилях ездит, вот, пожалуйста, обращайте внимание, что тем, что вы двигаетесь на обочину, вы, как правило, никогда не делаете лучше. Тем более на таких больших скоростях, как бы она 120 км в час сейчас.
Если я захочу обогнать, я все равно обгоню. А как бы, если я не хочу обгонять, то не буду. Поверьте, как бы то, что вы меня заметили или там другого мотоциклиста, этого просто достаточно. И после этого самая лучшая стратегия — это не совершать резких движений. Просто едьте как ехали, просто увидел, о, ну он там есть, я об этом знаю. Не перееду его специально. Вот на этом я скажу вам, ну как бы большое спасибо. Это, в принципе, такая тема. Еще один хреновый заученный навык у меня — это то, что я прям откровенно не умел поворачивать на мотоцикле. И что такое контрруление, я стал задумываться и тренировать только в первой поездке по Европе. Контрруление — это действительно классно, и действительно мы все используем его, когда мы поворачиваем на мотоцикле, но мы делаем это рефлекторно. А очень важно еще и умом понимать физику, как это работает. Потому что, когда нам надо заложить мотоцикл чуть-чуть посильнее или сделать какой-то другой маневр, ну, какой-то резкий, там, допустим, объехать препятствие или что-то, то без понимания этих принципов получается это довольно топорно, неэффективно и не всегда безопасно. О, стритсракеры полетели. Вот никогда не понимал тоже этих любителей гонять в правых рядах. Ну, у них своя правда, у меня своя. Взглядов на мир на самом деле очень много. Это понимание пришло ко мне, когда в 2022 году в путешествии на мотоцикле я попал во Францию. И вы знаете, французы настолько вот просто безумно другие, что просто невозможно. То есть я первый раз увидел настолько других людей, которых я абсолютно не понимаю. И вот многие из нас не понимают автомобили, которые делают французы, вот именно по этой причине, потому что у всех людей разные приоритеты, все люди по-разному мыслят и по-разному видят свое детище. То есть очень много с французских автомобилей тащится, и как бы одновременно с этим многие французские автомобили просто терпеть не могут, потому что это там не ремонтопригодно и хреново там и так далее, и так далее. Тем не менее, у них есть своя аудитория, и нравится всем. Это вообще не лучший в мире подход, который, в принципе, практически неосуществим на самом деле. Те же самые BMW, те же самые немцы. Вот я понимаю, как они мыслили, когда они создавали свою технику. Я, понимаю этих людей, когда я начинаю с ними общаться. И мне с ними как-то проще. Ух ты, какое интересное произведение автопрома. Значит, наверное, у японцев и корейцев другой взгляд. Я всегда хорошо относился к японским автомобилям, то есть к японским мотоциклам, но они просто другие. И выберу я скорее немецкую технику, нежели японскую. На японской технике я попробовал, покатался, и, в сравнении я, конечно, выберу BMW. Но это только я для себя. У всех разные здесь подходы. Надеюсь, что рассказ получился познавательным. Я уже пока рассказывал, успел доехать до Крокуса. Так вот печально он выглядит. Я очень желаю всем сил, кто пострадал от этой ужасной трагедии. Очень надеюсь, что это все восстановится. И обязательно времена сменятся чем-то лучшим и более радостным. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Ездите аккуратнее, берегите себя. Всем пока. Вот же долбаные дачники, ведь каждый второй сидит в телефоне. Спасибо. Хоть кто-то смотрит по сторонам.